Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее реакция на ваше молчание. Этот расклад могут смотреть и те мужчины, которые недавно, может быть, поссорились, разошлись с женщиной, да? И точно так можете посмотреть те даже, которые уже спустя годы, да, вот прошли после развода. Бывает все-таки интересно, да, вот когда уже прошло большое время, вот как женщина реагирует на то, что вы не попытались с ней помириться, допустим, не позвонили, не написали, да, вот. Просто интересно, вот ее реакция, потому что любопытство – это большая сила. И что бы ни говорили, все равно очень интересно, как там бывшие поживают, да? Итак, как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Какая сейчас у вас ситуация? Ситуация, конечно, трэш. Пожар в душе, пожар в жизни. Вообще ваша ситуация, знаете, вот проигрывается, как будто вот потеряли все. Смысл жизни. Кто-то, может быть, на деньги попал, да, вот когда потерял свою женщину, развелся там, либо же разошелся. То есть спасите, помогите, хочется сказать. Вот у вас такая ситуация, что, знаете, вроде бы у вас и все есть. Может быть, даже машины, квартиры у кого-то, да, деньги, в общем-то, для жилья вам достаточно. Но как-то, а с другой стороны, ну, да столько вам плохо, ну, до такой степени вам плохо, что вас уже ничего просто не радует. Так. Вы очень сильный мужчина. Вы всегда, знаете, вот вы по жизни любите делать какие-то, может быть, приятные сюрпризы. Вот вы даже, знаете, вот я думаю, когда вы жили вместе со своей женщиной, вы любили ее чем-то, вот знаете, неожиданно порадовать. Пусть это какая-то мелочь, безделушка даже, да? Но вам приятно просто ее вот реакция, да, вам хотелось видеть ее смех, блеск ее глаз, да, вот чем-то просто порадовать. Ну вот, ну вы какой-то, ну добряк такой, знаете, вот, ну романтик что ли, да. Вы, может быть, даже вот кто-то из вас еще наблюдает за своей бывшей, кто-то, может быть, в соцсетях наблюдает, да, там, когда была последний раз в онлайне, кто-то может быть, даже из-за угла подсматривает. Ну, то есть, как-то еще, может быть, не отболело у вас это все. Так, давайте-ка посмотрим сейчас еще, какая женщина к нам пришла. За какой же женщиной вы так страдаете? Да, после этой женщины у вас начался чистый лист, у вас началась новая страница. Сейчас вы с ней находитесь на расстоянии, но вы вот как в эту клетку, да, вот человек себя посадил, вы сейчас себя посадили вот, ну, в такую, ну, мнимую клетку, да. Вы себя ограничиваете, ничего не хочется, никуда не хожу, ничего не хочу, да. У кого-то из вас, да, могут проигрываться вот любовные отношения одноразовые, да, ну чисто, как говорят, физиология, да, для здоровья. И то оно особо как-то вас не радует. Вас могут завлекать женщины, да, могут пытаться знакомиться, ну вы так как-то без охоты, если и знакомитесь, особого желания у вас нет. Потому что, ну, скорее всего, вы еще помните бывшую, либо же сравниваете вот с бывшей как-то. Так, женщина у вас была такая вот яркая, женщина, любящая себя, с высокой самооценкой. Но сейчас, знаете, вот вы вроде бы ее и не забыли еще. Но вот хочется, знаете, вот такое состояние, что, Боже, пусть уйдет, уйдет из моих мыслей, из моих снов, из моей жизни, да, вот. С одной стороны, вам плохо, да, вам больно сделали, вот это уязвленное самолюбие и так далее, вам безумно больно сделали. А с другой стороны, вам хочется забыть это как кошмарный сон, да? Вот вы понимаете, что нужно начинать все с чистого листа, без нее уже. Боже, как вам плохо, вам безумно плохо. И, скорее всего, она так и приходит и в снах к вам. Вот она не дает вам покоя даже в снах.
Да, вот знаете, вот отношения, боже, один негатив, ну один негатив. Женщина, которая по жизни, она приносит почему-то вот негатив. Может быть, даже окружающие от нее страдают. Может быть, это характер какой-то склочный, вспыльчивый. Ну, какая-то женщина, знаете, с которой, ну, некомфортно. Да, поначалу, пока вы были влюблены, там, любовь, морковь, все такое. Ну, потом, вот когда она начинала уже показывать свое истинное лицо, а истинное лицо у нее не очень-то приятное, скажем так, да, я не внешность имею в виду, а это может быть склочный характер, какая-то скандалистка, да, она может пилить, она может придираться. Это женщина, которая может обманывать. Ну, то есть с ней было очень и очень вам непросто. Вы последнее время, когда с ней жили, даже больше грустили, наверное. Вот у вас больше было негативных эмоций, негативных мыслей, да, вот когда вы с ней жили. У вас не было такого состояния, когда хочется бежать домой. Вот она вас достала до такой степени, да. И вот сейчас я смотрю ее реакция на ваше молчание. Она, знаете, она все-таки думала, что вот когда вы разошлись, вы будете бегать за ней, вы будете ей названивать, написывать, да, вот вернись, я все прощу, вот в этом роде, да. И вот как этот парень, да, стоит на коленях перед девушкой, вот она думала, что вы будете бегать за ней. Ну, она ошиблась. Да, вот она думала, что вы, знаете, перебеситесь. А потом вот еще, может быть, даже с подарком к ней приедете мириться, вот со своей любовью. Она даже, может быть, какой-то период ждала этого, да? Но, скорее всего, она не дождалась. Она думала, что все-таки семья сохранится. Вот несмотря на то, что она там обидела вас, накосячила, да? Она думала, что вы все-таки ей все простите и придете к ней. И потом, вот когда вы не пришли, не позвонили, да, она вот, она поняла, что она натворила, да, она поняла, что она своими руками разломала вот это вот ваше счастье, которое у вас когда-то было. Она разломала семью, да, либо же отношения. Она разломала вашу любовь, да, вот она теперь не получает то, что получала с вами. Она убила своими руками все, что только можно, семью. Она убила наповал вас, потому что у вас состояние было, может быть, и есть такое, что вот просто убитый наповал, да? Вот. И она какое-то время, она даже, знаете, ей было тяжело, она сама себя ругала. Вот вы молчали, вы ничего не делали, и она начала через какое-то время переживать. Вот она думала, что она вся такая звезда, да, вы будете бегать за ней, а тут вдруг раз, и вы не бегаете, да, и что такое? Это, знаете, срабатывает рефлекс, что такое, как у деток маленьких. Вот у нее приблизительно так. Кстати, это одна из очень таких распространенных манипуляций. Вот, да, вот когда человек, допустим, ну это так, маленькая фишечка вам психологическая. Вот очень часто женщины пользуются, ну, в период, допустим, когда там встречаются, да, вот женщина может проявлять инициативу, допустим, часто звонить мужчине, либо же писать, да, штурмовать смс-ками, а потом раз и перестать. И вот как раз у мужчины срабатывает рефлекс, что такое, что случилось, почему она не пишет. И тут уже мужчина начинает волей-неволей писать, звонить, да, если, ну, если женщина хоть немного ему интересна, да. Вот точно так, это такая женская манипуляция. Хотя мужчины тоже иногда прибегают к такому. Когда что-то делаешь, а потом раз резко и перестаешь это делать. И ты получаешь тогда обратную связь. Но если человеку на вас наплевать, то, конечно же, никакой связи вы не получите. Никакие рефлексы не сработают. Вот. Ну, это так, маленькая фишка. Учу вас плохому. Вот. Поэтому
Значит, она сначала думала, что вы побежите за ней, вы не побежали. Она начала нервничать. Что же она занервничала? Она, знаете, она очень переживает, что либо же переживала, что вы можете создать другую семью, и что вы будете деньги в другую женщину вкладывать, да, что вот у вас появятся дети другие. Она вот какой-то период переживала, что не она будет красоваться теперь, а другая женщина в вашей жизни. Это ее, конечно, бесило очень сильно. Да, вот она переживает, что у вас появится другой ребенок, другая женщина. Вот, а она потеряла все. И теперь она, конечно же, кусает локти сама себе, да, хоть и обгладает их, но уже назад ничего не вернешь, потому что сама разрушила свое счастье, даже не задумываясь о последствиях, да. Очень часто мы делаем что-то, косячим в жизни, да, не думая о последствиях. Это большая, в общем-то, ошибка многих людей, да, вот бывает, человек поведется на какой-то мимолетный романчик, да, и не думает о последствиях, да, а если узнает муж, либо же узнает жена, и что будет, да, ради вот этих вот каких-то там 5 минут, так сказать, счастья, в кавычках, да, вот ради вот этого 5-минутного развлечения, вы можете просто потерять все. Любимого человека рядом, семью, стабильность, все можно потерять, да, а потом кусать локти, но уже поздно, уже все, после драки кулаками не машут. Поэтому сейчас, уже спустя даже годы, да, понятно, что она уже, если кто-то вот из вас давно, допустим, разошелся, конечно, уже сейчас она не кусает себе локти. Но вот поначалу был такой момент, когда она жалела, да, вот она жалела, что она сама разрушила, что она накосячила, и теперь имеет то, что имеет. Сама все сломала, ну, как бы результат налицо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!